Эпидемии опасных заболеваний довольно часто шли рука об руку с крупными военными конфликтами и зачастую собирали более обильную жатву смертей, чем сами боевые действия, особенно среди мирного населения. В этом свете вызывают тревогу новости из западных стран, где на 21 мая, по данным Всемирной организации здравоохранения, лабораторно выявлено 92 случая заболевания оспой обезьян, и 28 случаев находятся пока под вопросом с неустановленным диагнозом. В этом выпуске мы поговорим о том, что представляет из себя оспа обезьян и стоит ли нам опасаться возникновения новой опасной пандемии. Здравствуйте, мои хорошие! Забегая вперед, отмечу, что разговор мы с вами будем вести о классической обезьяньей оспе, хотя ряд факторов заставляет задуматься о том, что в настоящий момент человечество столкнулось с довольно странными ее проявлениями. Но обо всем по порядку. Вирус обезьяньей оспы стал известен медицинской науке в 1958 году, когда его удалось обнаружить у лабораторных обезьян в Копенгагене, а первые случаи заболевания человека зарегистрировали в Демократической Республике Конго в 1970 году. Род ортопокс-вирусов семейства Poxviridae, который принадлежит вирус оспы обезьян, отличает наличие двунитевой молекулы ДНК, обладающей сложной симметрией и формой в виде клока шерсти. Естественными хозяевами ортопокс-вирусов служат позвоночные, включая млекопитающих и человека, а также членистоногие. В данный род входит более 10 вирусов, среди которых вирус натуральной оспы, вирус оспы коров, вирус оспы мышей, вирус оспы кроликов, вирус оспы верблюдов, вирус оспы обезьян и так далее. Если говорить о самом заболевании, которое вызывает вирус оспы обезьян, то оно относится к антропозоонозным болезням. Это значит, что изначально заражение человека происходит животными, в нашем случае обезьянами или грызунами. В последующем оспа способна передаваться от человека к человеку. Главные резервуары обезьяньей оспы – Демократическая Республика Конго, страны Западной Африки, Бенин, Габон, Гана, Камерун, Кот-д'Ивуар, Либерия, Нигерия, Республика Конго, Сьерра-Леоне, а также Центральноафриканская Республика и Южный Судан. Предполагается, что основные носители вируса оспы обезьян – грызуны. Но какие точно неизвестно, потому что полевая биология в Африке развита не так хорошо, как хотелось бы. После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы, оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопокс-вирусов. Вирус оспы обезьян может попасть в организм через поврежденную кожу, дыхательные пути, а также через слизистую глаз, носа или рта. Заражение происходит и при контакте с инфицированными животными, такими как обезьяны, крысы и белки, или через такие предметы, как постельное белье или одежда. Также считается, что важный фактор передачи вируса – это употребление в пищу плохо обработанного мяса. Африканцы до сих пор едят мясо диких животных, убитых на охоте. От человека к человеку воздушно-капельным путем вирус передается неохотно. Нужен близкий контакт длительное время, на расстоянии метра друг от друга не менее 3 часов. Причем при переходе вируса от человека к человеку его заразность и патогенность снижаются. В результате вирус оспы обезьян вызывает вспышки заболевания, но не вызывает эпидемий. Что касается летальности вируса оспы обезьян, он схож по этому показателю с коронавирусом и составляет от 1 до 10%. Но достигает подобных значительных величин только в момент передачи болезни от животного к человеку. Когда она передается от человека к человеку, многократно снижается и летальность, и заразность. Заболевание достаточно тяжелое и очень похоже на натуральную оспу. Инкубационный период от момента инфицирования до появления первых симптомов может длиться от 5 до 21 дня. К симптомам оспы обезьян относятся повышенная температура тела, головная боль, боли в мышцах, лихорадка, увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота, сыпь, тахикардия. В тяжелых случаях возможно поражение внутренних органов.
Высыпания появляются через 1-3 дня после возникновения лихорадки. Чаще всего поражаются лицо в 95% случаев, ладони и ступни в 75% случаев, а также слизистые оболочки полости рта в 70% случаев, половых органов 30%, конъюнктивы 20% и роговица. Сыпь проходит различные стадии от макулопапул, поражений кожи с плоским основанием, до везикул, небольших наполненных жидкостью пузырьков, и пустул, гнойничков. До исчезновения корочек, которые возникают в местах высыпаний, и полного излечения может пройти до 4 недель. Если говорить о натуральной оспе, то она вызывала эпидемии и пандемии, в результате которых умирало огромное количество людей, и ее летальность достигала от 10 до 50%. Этот страшный недуг был ликвидирован в значительной степени благодаря участию российских ученых. В 1958 году российский вирусолог Виктор Михайлович Жданов предложил и обосновал на 9-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения программу глобальной ликвидации оспы, которая и положила начало кампании по борьбе с ней. А работы продолжились более 10 лет, что привело к резкому снижению заболеваемости натуральной оспой во всем мире. Специфического лечения оспы обезьян нет. Используется обычное симптоматическое лечение. Вакцину, которая существует против вируса натуральной оспы и которая уже не применяется, потому что вирус натуральной оспы искоренен, можно использовать для профилактики оспы обезьян, так как все ортопокс-вирусы дают хороший перекрестный иммунитет. Вирус оспы обезьян никогда не вызывал эпидемий, хотя и раньше завозился в Европу, США, Канаду, Австралию. К примеру, в 2003 году вспышка оспы произошла в США. Причиной стал контакт ребенка с луговой собачкой, купленной в зоомагазине неподалеку от города Милуоки, штат Висконсин. Впоследствии, вплоть до июня 2003 года, был зафиксирован 71 случай обезьяньей оспы. При этом все они оказались связаны с гамбийскими хомяковыми крысами, завезенными из Ганы дистрибьютором экзотических животных. Согласно той, иногда противоречивой информации, которая доходит до нас из-за рубежа в мае этого года, складывается довольно неожиданная ситуация для вирусологов. Раскручивая цепочки распространения инфекции, ученые выяснили, что заражение оспой обезьян, по всей видимости, происходит от человека к человеку, что в подобных масштабах крайне необычно для данного вируса. В дюжине стран на разных континентах зафиксированы одновременные вспышки заболевания. Первые случаи, о которых сообщалось 7 мая, были зафиксированы у 2 жителей Великобритании после поездки в Нигерию. Затем инфекцию начали выявлять у людей в Европе или у туристов с других континентов, которые вернулись из заграничных поездок, в том числе из Европы. Большинство заразившихся – молодые мужчины в возрасте от 21 до 40 лет, значительная часть из которых имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Сейчас оспа обезьян проникла в Австралию, Великобританию, Германию, Нидерланды, Испанию, Португалию, США, Швецию, Италию, Израиль, Францию, Бельгию, Грецию и Канаду. Получается уже 14 стран. Информация такого рода поступает едва ли не каждый час, даже быстрее, чем при распространении коронавируса пару лет назад. С учетом инкубационного периода вируса получается, что около 100 человек заразились оспой обезьян порядка 2 недель назад в одном месте. Возникает закономерный вопрос. Вирус оспы обезьян мутировал и стал более агрессивным, приобретя способность легче передаваться воздушно-капельным путем? Не исключено. Но сохраняется значительный шанс того, что распространение оспы обезьян в мире – простое следствие полового или иного невоздушно-капельного пути распространения. А если последний тип передачи тут имеет место быть, то все же не дает одному больному заражать больше, чем одного здорового. В этом случае оспа обезьян может быть задавлена изоляцией больных довольно скоро. В пользу этой версии говорит то, что вирус оспы мутирует намного медленнее, чем тот же коронавирус, и поэтому получить способность эффективно распространяться от человека к человеку по воздуху ему намного сложнее. А вот если такая мутация все же случилась, то есть поводы для беспокойства. До сих пор считалось, что передача от человека к человеку происходит воздушно-капельным путем после продолжительного контакта.
В этом случае факторы риска – сон в одной комнате, проживание в одном домашнем хозяйстве, пища или питье из общей посуды с переносчиком инфекции. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, поскольку все ортопокс-вирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работает и в отношении оспы обезьян. Если вы были рождены до 1983 года, то вполне вероятно сможете найти на своем предплечье след от такой прививки. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, не исключено, что благодаря прививочной кампании в СССР хотя бы часть наших граждан имеет приобретенный иммунитет и от вируса оспы обезьян. Как вы понимаете, в настоящий момент единственный способ борьбы с таким заболеванием при первых вспышках начать массовое оспопрививание в регионе, где налицо вспышка. Так, например, подавили московскую вспышку оспы в 1959 году. Массовая ревакцинация 9 миллионов человек, на всякий случай вместе с Подмосковьем, и полная блокада столичного региона позволили успешно локализовать и сдержать распространение болезни. Специалистами Центра «Вектор» уже создана тест-система для выявления оспы обезьян и других ортопокс-вирусных инфекций. Простота выполнения анализа и возможность визуального учета результатов позволяют применять тест во внелабораторных условиях, то есть в формате у постели больного. Тест эффективен, специфичен и не выявляет перекрестных реакций с вирусами кори, краснухи и ветряной оспы. В Роспотребнадзоре заявили, что риск проникновения оспы обезьян в Россию невелик. Тем не менее, на границах усилили санитарно-карантинный контроль. Для профилактики эпидемиологи рекомендуют избегать контакта с людьми и животными, потенциальными носителями вируса. Нельзя прикасаться к предметам, с которыми контактировало больное животное, например, к подстилке в клетке. Следует регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать спиртовым раствором, как и при любой инфекционной угрозе. Тем временем в Министерстве здравоохранения Мадрида заявили, характеристики 23 случаев с подозрением на это заболевание указывает на передачу через слизь при половом контакте. В конце сегодняшнего разговора хочу отметить, что в теме оспы обезьян еще очень много вопросов. К тому же однозначно не стоит исключать и политическую составляющую, ведь разговоры о приближении очередной эпидемии страшного вируса могут существенно оттянуть взгляды мировой общественности от действительно серьезных проблем, происходящих на нашей планете. Так ли это на самом деле, покажут ближайшие 2 недели. А пока спешу успокоить всех наших зрителей. В том виде, в котором вирус оспы обезьян известен сейчас в медицине, он представляет крайне незначительную опасность для человека в отдельности и совершенно безопасен человечеству в целом. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!